Итак, если у вас завалялся где-то в холодильнике камчатский краб, и вы не знаете, что с ним делать, вы уже все переготовили с ним, я вам сейчас покажу рецепт. Это обалденный рецепт. Сначала удаляем ненужные части от него, вот такие. То есть они нам не пригодятся. Вы их просто выкидываете. Куда там придумаете. Вот эти вот, видите, вот это вот вообще не нужно. Это нам ничего не нужно. Мы отделяем именно центральные фаланги, самые красивые, которые будем готовить. Все, это все дело убираем, я не знаю, соседям отдайте, что хотите делайте с ними. У нас сегодня чисто такой недорогой рецепт. Все, что у вас было, как говорится, в холодильнике, мы это все отделяем и будем делать интересный рецептик. Все ненужное выкинули. Соседям только не рассказывайте то, что готовите. Все, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких вот красивых фаланг. Все, мы их берем и вот таким образом ножничками открываем. Вот таким образом. Можно ножничками, ножом, как вам удобно. Все, вскрываем. У нас здесь, соответственно, вот такое вот мяско. И откладываем. И так делаем с каждым. Итак, все. Крабы мы удалили половину хитина. То есть получилось вот такие вот красивые у нас открытые крабовые палочки. Что мы теперь делаем? Мы их будем еще запекать. Соответственно, к этому нам нужно приготовить какой-то соус, обмазку, как хотите называйте. Будем натирать сыр. Берите сыр, какой вам нравится, любой. У меня Маасдам. Неважно. Можно пармезан, российский. В общем, сыр может быть абсолютно любой. То есть, какой вам нравится, такой берите. Какой, грубо говоря, в холодильнике залежался, таким сыром и пользуйтесь. У меня вот Маасдам. Его сильно много как бы не надо. Его именно на каждую, чтобы фалангу посыпать под соус. Все. То есть, я думаю, вот такого количества будет вполне достаточно. Все, сыр натерли. Теперь зелень. Будем делать соус. То есть в соус необходимо, сыр можно маленько отставить. Он нам пока не понадобится. Берем зелень. У меня петрушка и базилик. Нарезаем достаточно крупными фракциями, потому что все это дело мы сейчас будем уничтожать в блендере, то есть в труху. Поэтому не важно, как вы его порежете. Режем крупно. Оно все в блендере перемолится. Все, делаем крупно. Сюда же добавляем чеснок. Краб очень любит чеснок. Краб любит сыр, сливочное масло и чеснок. Это прям они с друг другом вместе по жизни ходят. Так, все, зелень так вот такими крупными кусочками порезали. Заряжаем все это дело в блендер. Но ничего страшного. Есть у вас блендер, нет у вас блендера. Можете это все, если у вас хватит сил и сноровки, можете это все дело порезать ножом. Но у меня есть вот такой вот небольшой блендер. Кстати, стоит совершенно недорого. Купил на Озоне. Не помню за сколько, там 1000 за 1,5. Все, и у меня есть еще вот такое масло. Масло трюфельное. Но это у меня трюфельное. Если у вас нет трюфельного, добавляйте любое. Подсолнечное, оливковое, какое есть. Все это дело заряжаете в блендер. И мы сейчас будем это дело пробивать.
Но так как там зелени немного, возможно, он сейчас сразу его нормально не запустит. Но будем надеяться. Все-таки, конечно, желательно бы жидкости побольше. Так, все, вот так блендером это дело все пробиваем. Получается такой соус а-ля песто. И потом будем его использовать на крабе. Так, в результате у нас получается вот такой соус, такого красивого цвета. Его нужно посолить. Краб, он, конечно, вареный в морской воде, но соль ему все равно необходима. Поперчить по вкусу, регулируйте сами. Далее все это дело мы должны замешать. Все, соус замешиваем. Посолили, поперчили, замешали. И буквально там на 5 минут оставили маленечко, чтобы он маленько взобрался соль, перчик, чтобы все объединилось. Итак, все у нас подготовлено, соус готов, сыр натертый. Эти шикарные фаланги краба готовы. Выкладываем все на противень. Вот таким вот красивым образом. Сначала намазываем их соусом. Берем каждую фалангу так аккуратненько. Не жалеем. Соуса у нас много. Каждую фалангу обрабатываем. Все. Такого вот красивого цвета получается. Крабовые палочки у нас лежат неравномерно. Чтобы они были аккуратненько кверху, берем фольгу, делаем из них небольшой домик и укладываем их ровненько. Это, знаете, такой лайфхак. Потому что хитин у него неравномерный. Чуть-чуть скомкиваем фольгу и каждую фалангу кладем так ровненько, чтобы она была кверху, чтобы у нас сыр в будущем на нем находился равномерно. Все, у нас аккуратненько получается. Кстати, таким же методом можно что угодно класть, чтобы было ровно, когда оно не ровно, чтобы было ровно, в общем. Такой вот каламбур русского языка. Все, аккуратненько их укладываем на нашу фольгу. Видите, он падает. То есть сыр на него так уже красиво не положишь. Все, уложили и посыпаем сырком. Как я уже говорил, сырец у вас может быть любой абсолютно. У меня именно Маасдам. Все. У нас наши крабовые палочки с сыром посыпаны, приправами, зеленью. Сейчас мы их будем убирать в духовой шкаф. Духовка разогрета до 200 градусов. Я думаю, буквально минут 5 им достаточно. Сыр расплавится. Все, они прогреются. И этого будет абсолютно хватать. Все, и заряжаем наши пушечки в духовочку. Духовка разогрета буквально на 5 минут. Итак, народ, все, крабовые палочки наши готовы. Это просто выглядит просто секс. Это гастрономический оргазм. Посмотрите, какая нежнятина. Просто мясо отходит. Нежное, сыр, сливочное. Ну, в общем, я думаю, это просто отвал башки. Все, люди, подписывайтесь на канал, пользуйтесь этим рецептом. Всем приятного аппетита!